Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. Там БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели, военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая там, бригадными генералами, напишите мне, вас ждет приятная сумма денег, если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу первый без договоренности. Три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. WhatsApp в приоритете, Telegram и телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Доброе утро. Доброе. Меня зовут Владимир, я журналист. Общаемся с пленными. Я слышал, у вас история интересная. Ну, блин. Не? Смотря какие, не знаю. Ну, ваша история. Какая именно? Ну, как Как попал в плен или что? попал в плен вообще, до плена. Как мобилизовался. Я сам пошел по контракту, у меня проблемы были с деньгами, я сам пошел. А, понял. Я не мобилизованный. Значит, я, наверное, что-то перепутал. Пообщаемся? Да, конечно. Пообщаемся. Так, Владимир, фамилия, имя, отчество, дата рождения откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Откуда? Я вообще родился в городе Ереван, то есть Армения. Зачастили. Армяне Армяне? зачастили. Ну, не знаю, то есть я себе, в принципе, армяном не считаю. Я 30 лет живу в России. Считаешь себя русским? Русским. Понял. Я не знаю, я среди украинцев и русских вырос. Я себя считаю русско-украинским армяном. А украинцы здесь при чем? А у нас просто там много украинцев, я с Белгорода. Белгород? Да, там очень много украинцев. Там просто все, в принципе, украинцы есть. Соседи, когда С чего ты взял, что они украинцы? Украинское, потому что они по-украински разговаривали, во-первых. В Белгороде? Да. Так что я среди русских украинцев и вырос. Да, понял. Подразделение какое у тебя? 26-й танковый. 26-й танковый. Полк? Что это? Полк? Честно, даже не знаю, 26-й танковый. Подписал контракт. Да. Деньги были нужны. Очень срочно мне нужны деньги. Мне до сих пор все эти, никак я не могу заплатить, я не могу с России выехать. Я вообще уже, то есть я сколько не... А зачем тебе было с России выезжать? Выехать с России, а у меня все время тут какие-то проблемы. Я как приехал, я 30 лет... То есть я как приехал сюда, мы сигареты закурили, мы не курили. Ни я, ни отец. А куда хотел уехать из России? Не знаю, уже куда-нибудь. Короче, в России не мед тебе был, Нет. да? Не мед. Мне работать не дают. Почему? Ну, почему, объясни. Ну, не знаю, почему не дают мне работать. Раньше я работал, то есть я не то, что я работал, я и в храмах служил, я и много где работал, я в Москве работал, в Белгороде работал. Не дают мне, то есть сейчас хотят, скорее всего, хотят, чтобы я обратно шел в храм. Ну, я туда не пойду, то есть они там неверующие, тут тоже много очень таких людей, неверующих каких-то. В какой храм ходил?
Армянская церковь? Нет, армянская, это при мне пристроилось в Москве. Ну. А так я в обычный русский храм, я и сюда хожу. То есть. Это, как они называются? Как там главный? Кто? Ну, патриарх кто? Кирилл, ну я не знаю, Он тоже, он верующий или нет? я, наверное, не знаю, даже сомневаюсь. Сомневаюсь. Но он ракеты недавно освещал, там бомбы. Ну, это очень глупо, я думаю, ракеты освещать. Пускай бы он лучше свои, не знаю, уже что-нибудь, но ракеты освещать это очень глупо, я думаю. Нет, так а в России сейчас все священники, ну как все, не будем обобщать, но в интернете появляется очень много видео, где они ведут военную пропаганду. Да. Ведут военную пропаганду для того, чтобы люди шли воевать. Провоцируют людей специально. То есть я вот сейчас перед тем, как сюда идти по контракту, я сидел. Я сидел 50 суток. У меня это все, жизнь повторяется. Я не 50 знаю, суток? 50 суток, да. Это то есть, ну я сидел в общем за то, что я так понимаю, сколько ты провоевал всего? Вообще ничего, один день. Я так понимаю, что твоя история до войны, она может быть более интересная, чем история на самой войне. Возможно. Сколько лет тебе? 37. Скоро будет 8. 37-38. В Россию вы переехали, тебе было 7-8 лет? Да. Так. Дальше чем ты занимался? Как приехал в Россию? Ну да, вот чем ты вообще по жизни занимался? Сколько у тебя образования? Работал, я всю жизнь работал. Образование у меня 9 классов, точнее 7 классов. Я пошел как вечерняя школа. У меня, то есть, образование 12 классов. Не 11, а 12 именно. Я в ПТУ учился сразу совместно. И... Так, дальше. И пошел сразу служить. То есть после этого мне не дали, я там накосячил немножечко. Я, получается, сразу пошел служить по срочку свою. Срочку отслужил? Да. Ну, а что накосячил? Что накосячил? Да, там то есть каких-то меня не допустили до экзаменов. Драка, в общем, меня не допустили до экзаменов. В ПТУ? В ПТУ, да. Так ПТУ заканчивается до армии. Да, до армии, я же говорю. До армии, я как раз ее должен был... Ты не закончил ПТУ, не в армию пошел в армию, да. Все. Дальше. Отслужил 2 года в Рязани. Пришел и уехал сразу в Москву, потому что я приехал, посмотрел, все мои одноклассники, то есть вся моя деревня пьет, бухает, то есть я решил, что это неправильный образ жизни, я поехал в Москву, я 4,5 года, что ли, где-то так пробыл в Москве, в Домодедово устроился на плиточном заводе, нормально работал, изредка приезжал домой. Так. Жена, дети? Да, есть. Сколько? Жена есть и ребенок инвалид у меня есть. И даже то, что у меня инвалид, мне все равно не дают работать. Вот такая вот херня. Домой звонил? Судился? Жене? Нет, отсюда его нет. А почему? Потому что, как я позвоню? У меня нету телефона. Ты номера не помнишь? У меня нету телефона. А с чего я позвоню? Тут предоставляют звонки? Пока что еще не предоставляют. Ты же с последнего этапа, да, правильно? Да. Сколько ты здесь? 2 недели. 2 недели. Это еще понятно. Номер помнишь? Номер я единственный помню, у нее 2 номера, то есть я один помню. Я только если возможность есть ВКонтакте. Не, ВКонтакте я не буду никуда лезть, никакие контакты. Если помнишь номер телефона, который может на WhatsApp помню. есть там? Один номер я помню. Я могу попробовать посмотреть, конечно. Скажи просто своим голосом, что ты в плену. Как дела? Я, в общем, в плену. То есть я не знаю, как быть, но нужно найти блогеров. Смотрите, я сейчас с ним разговариваю, я журналист. Я буду с ним разговаривать примерно полчаса. Если через полчаса вы нам ответите, то вы с ним поговорите. Если нет, то уже не будет второй возможности. Да слушай, мы его написали на Viber, что еще надо, не понимаю. Ее давно не было в сети, пишут. Так что вряд ли она ответит здесь. В WhatsApp ее нет. Телеграммов тоже нету, да, у вас? Телеграм есть, но ее нет в Телеграме, поэтому номер. Если помнишь никнейм, давай. Не.
Короче, в итоге, в Вайбере есть, но давно не было в сети, больше нигде нет. ВКонтакте, Одноклассники, я не буду заморачиваться этой историей. Что ты сказал такое? Жена не знает, что ты здесь? Не знает вообще, где ты? Как это так может быть? Вот так вот. Расскажи. А что рассказывать? Я с ней в разводе. Вот это я не рассказывал. Ну, я как, разошелся. Давно? 2 года я с ней не живу, 2,5 где-то уже. Ну, может, она уже себе кого-то нашла. Нет, ну причем здесь нашла, не нашла. Я вот хотела, чтобы она бы... То, что нашла, она нашла. То, что она ну, то есть, не нужно было, то есть, сообщить ей. Она бы была, то есть, не знаю, я бы, конечно, удивил бы ее, то, что я здесь. Но она хоть бы мои передала бы. А твои отца номера нет у тебя? Отца у меня нету. И номера тоже Ты нет. говорил, есть отец. Нет. Что не курил, и отец твой не курил. Ну, то, что мы как приехали, мы не курили, я говорю. Как приехали в Россию, мы не курили. Ну да, в 7 лет ты еще не курил, да? Я в 7 лет и закурил. Ты в 7 лет закурил в Армении? Да. Нет, здесь, в России. Здесь Украина. Ну, здесь Украина, да. Я говорю, как приехал в Россию, я и закурил. Я вот именно... В 7 лет? В 7 лет. И курил потом всю жизнь? И потом курил всю жизнь. 30 лет. А сейчас вот, то есть, ну, такая вот херня. А сейчас в Украине перестал курить? Да. Поздравляю. Спасибо. Я так понял, ты не патриот России? Нет. Ну, если ты хотел оттуда уехать, и тебе там плохо жилось, ты, наверное, не патриот или как? Нет, Объясни. подождите, я, если честно, я не знаю, короче, что мне делать, но я просто пошел уже работать, то есть служить. У меня отец военный, то есть он у меня 25 лет служил. Мать у меня тоже, между прочим, военная, тоже служила. А я вот просто А пошел. мать номер знаешь? Нет, я не знаю, Не если бы знаешь. знал я. Понял. Да. Я бы ей позвонил бы. Не знаю, Так, понимаете, короче, не всё. ты понимал, что тут война вообще идет или нет? Не верил, серьезно не Не верил. верил? А проверял? Вот я и проверил. А в интернете как-то посмотреть, нет? В интернете не смотрел. Почему? Идешь и не думаешь, куда? Ну, получилось так. Ну, что с тебя взять? Тут как-то диагноз на лицо, по-моему. Ага. Или я не прав? Ну, вообще, как считаешь, надо было посмотреть, поинтересоваться, куда идешь? Поинтересоваться, конечно, надо было. Я же говорю, я не верил. Я ходил, короче, по контракту служить, но что-то мне не дали, короче. Мы вот после того, как уволили в 2014 году, то есть с ребенком-инвалидом, то есть противозаконно, я начал судиться, в итоге, короче, и суд проиграл, хотя это, в принципе, невозможно было. Почему? Невозможно было проиграть суд, потому Почему? что из-за сокращения началось, и меня взяли, просто выкинули, как щенка. Ну, и что дальше? Это когда, в каком году В было? 2014 году, А, в 14? да. А с 14 по 22 ты что делал? Даже Я по работал, я не по официально. 24 даже. Я работал, ну, неофициально я работал. Я понял. Короче, ты работал неофициально, и тут приходит момент, когда тебе надо денег. Да? Да. Это кредит Этот залез. кредит у меня уже висит 3 года. Кредит залез. И Из-за ты этих решаешь кредитов- подписать контракт. Да. Из-за этого кредита я, и, в принципе, и со своей женой развелся. Понял. Из-за того, что не хватает денег. На что хоть кредит брал? Да, уже хотя бы что-нибудь. То есть у меня машина, то есть права были, машины не было. Я машину купил В кредит. в кредит. Ну, нормально. Ехал бы, таксовал. Таксовать мне тоже не давали. Почему? Ну, там, ну, не давали мне таксовать. Только если своих возить, там, вот, и то, они все хотят бесплатно, они не хотели платить деньги. Ну, это такая... Слушай, есть же всякие там Uber и тому подобное. Ну, вот эти вот такси, которые тоже сейчас через приложение работают. Есть. И что, Сейчас не уже давали есть. в них работать? или что? Сейчас уже есть. Да, они уже есть 5 слишком лет. Не знаю, я, в общем, Ладно, в такси, я- в такси я таксовал тоже. Я таксовал и в такси.
Ну, мне не понял. давали. Я и в одном такси таксовал, и в другом такси таксовал. Там я много где таксовал. Как ты считаешь, жизнь несправедливая штука? Даже не знаю, что сказать. Как не отнесешь, так оно и откликнется. А ты как к ней относился? Ну, я относился справедливо. Но то, что сейчас это так получилось, я считаю, что это тоже справедливо. Я оказался в плену, я честно говорю. То есть- Справедливо, что оказался в плену? Нет, справедливо то, что я пошел на войну. Мне человек говорил, что не надо идти, батюшка. Один батюшка пошел через Москву, то есть он говорит, пойдем через Москву, то есть тут как бы ты миллион платит. То есть, ну, через то место, которое я пошел, там что-то 100 тысяч платит, что ли. 100 Подожди, тысяч. какой-то батюшка тебе говорил, что не надо идти? Да. А что это за батюшка был? Ну, это мой друг. И он говорил, не надо? Не надо. А Это, почему? это никчемная война, это не наша война. Не надо туда идти. Он в Москве, он сам откуда-то... то Не есть- суть важно, кто он конкретно, важно, что он тебя отговаривал. А что ты его не послушал? Ну, не знаю, потому что мне деньги нужны были. А он сам батюшка, и он бросил все, короче, из-за того, что денег нету, он пошел в Москву на стройки, чтобы работать. А мне денег не было для того, чтобы поехать в Москву. Мне в Москве тоже, я только... Батюшка бросил служить Да, и пошел в в Москву. Москву, да. На стройку. На стройку. На стройку. Бороду сбрил? Возможно. Ну ты же видел, как он с бородой ходит? Или? Я тоже с бородой был, Ты тоже с бородой? да. Ну, я смотрю, скрепы все скрепнее и скрепнее становятся. Скоро, надеюсь, треснут по швам. И батюшка говорил, а второй тебе кто-то говорил, пойди через Москву. Пошли через Москву. Он пошел через Москву, то есть я, говорит, тоже сейчас комиссию прохожу, то есть вот такая херня. Подожди, батюшка тоже воевать шел? Да. Так он же тебя отговаривал воевать. Это я сказал, про двух батюшек. я сейчас это вам другой сказал, батюшка? Да. А тот другой батюшка что решил идти воевать? А тут я у него особо не интересовался. Ну, вот так вот решил. Я особо... Тоже денег заработать, наверное. Наверное. Не просто так. Так, дальше. Прошел ты комиссию. Куда тебя повезли? В Белгород должны были повезти. Что-то там мы чуть-чуть не доехали, обстрел начался. Развернулись, уехали. И на следующий день у себя в своем же городе мы прошли. Меня посадили. Я вернулся и сразу, в принципе, пошел в военкомат. Типа, 3 числа я освободился, мая, За что посадили? за пьяный руль. Ты уже был в военкомате, тебя уже повезли, да? Должны были в Белгород привезти. Да. Да? Да. Начался обстрел, развернулись, вернулись куда? В Валуйке, я сам с Валуйки. В Валуйки вернулись. Да. Там что происходило в Валуйках? Там тишина, то есть там обстрелов не было. Так, и что вы там делали? Ничего не делали. Я гражданский был, то есть я не подписывал контракт. То есть, подписал, медкомиссию я, получается, одним днем, на следующий день прошел, в Валуйках же, я не знаю, зачем нас возили в Белгород, Я тоже не знаю. Ну, если мы могли пройти, то есть у себя. так. Прошел я у себя, все, подождите, короче, то есть, и в итоге надо было комиссию пройти, в военкомат ехать, именно в свой, я сам вообще с Веделевского района, но я пошел от Валуек, так как у меня с деньгами была проблема, чтобы вот это не кататься, говорят, давай мы тебе сделаем регистрацию, я регистрацию начинаю делать, точнее, я начинаю, служить, короче, он говорит, хочешь, давай я тебе сделаю, чтобы ты не катался, мы тебе через Валуйки отправим, только там надо будет, то есть вот к этой женщине, вот, типа как прописку сделаем вот через этот дом. И в итоге, короче, в паспортном столе, в итоге я оказываюсь в федеральном розыске. Вот за эту херню, за то, что пьяный руль, то есть. А пьяный руль в каком году был? Это был в том году, то есть в 23-м.
примерно в сентябре, в октябре где-то. Подожди, так пьяный руль, то есть тебя остановили, на тебя составили какой-то протокол и отпустили или как? Я вам сейчас скажу конкретно, что вообще было. Я не пьяный был, между прочим, еще. Я был лишенный, но я просто отказался от свидетельствования. Ну, это, в принципе, то же самое получилось. Отказался от свидетельства, значит пьяный. Ну, получилось, да. Я понял, у вас это так, наверное, работает. Ну, так и работает у нас, между прочим. В общем, я, короче, одним днем прошел я эту комиссию у себя. На этом, в паспортный стол, когда мы пошли, приехали полиция, то есть милиция, забрали меня на 2 дня, то есть до выяснения, там, что там у них там. Ну и в итоге, короче, меня посадили на 50 суток. Я вернулся 3 мая, 6 мая я уже подписал, то есть 6 мая я уже пошел и сразу одним днем, короче, забрали. То есть у меня уже все это было пройдено, комиссия. Ага, за тебя прошли комиссию? Нет, я про комиссию прошел сам. А 50 суток где сидел? В Белгороде, в самом городе. СИЗО? Это да, называется СИЗО. Ну, то есть центр. У нас называется центр, я не знаю. Централ? Да. Вот СИЗО. Так. Тебя отпустили и говорят, иди в военкомат? Да. Или ты сам? Между прочим, мне приходили, то есть именно в СИЗО, давай СИЗО подпишем контракт, то есть там много кого, то есть тянули, просто тянули туда, я вижу подставы, то есть 228, то есть подставы, то есть именно со стороны... 228 это что? Это что? Да, что это наркота. Тебе наркоту хотели подкинуть? Нет, вы меня не поняли, недопоняли. Это кто со мной сидел? 228 и 3 двойки, то есть это что-то связанное, то есть со взрывчатым, то есть типа взорви, то есть и вот тебе будет это там, что-то там будет, там, кому-то 3 миллиона, кому-то 1 миллион обещали. Ну, вот так вот и сами себе подставляли, короче, и в итоге на 20 лет посадили просто так невинного человека, вот реально, это чисто... Ну, это уже другая история, так, а почему отказался все-таки с СИЗО подписывать? В СИЗО мне предлагали в том году, а в этом году что-то я не помню, что предлагали. Я не знаю, я не хотел. А потом уже пришел, то есть... А 50 суток перетекли плавно из того года в этот? Нет. 50 суток это в том году было. В этом году я сидел. Я в этом году сидел, 3 мая я освободился. Это, то есть я когда там, почти 2 месяца, то есть, да. В том году я сидел тоже, только 10 суток сидел. Это тоже за эту же статью, то есть. За пьяный руль. 10 суток сидел, 15 суток сидел и 50 суток сидел. Это все в том году сидел я. То есть 10 суток и 15 суток сидел в том году, а 50 суток в этом году. Наверное, я не буду уточнять, да, как это так получилось, что 10, потом 15, потом 50 суток за одну и ту же ситуацию. Я сам удивляюсь, серьезно, потому что на самом деле... Нахер. И, в общем, в результате ты выходишь и идешь в военкомат и подписываешь контракт. Да? Мне просто все это надоело, реально. Я понял, мне уже тоже. Даже по ходу разговора мне уже надоело. Верю, я представляю. верю. Да. Реально, такая жизнь у меня. Да. Подписал контракт, куда повезли? Подписал контракт, поехал я в Воронеж. Повезли в Воронеж, нас там, сколько-то там, человек 20. В Воронеже, то есть, как это называется, учебка, школа выживания, то есть 10 дней. 10 или 11 дней, то есть почти 2 недели. То есть с 6 числа по 16, по 17, что ли, что-то такое. То есть. Оттуда нас отвезли Сосновка, это где-то уже, по-моему, где-то возле Украины. Я не понял, где это. То есть там мы 1,5 сутки пробыли, что-то там обстреляли. Типа вот нахер отсюда вы уезжайте, вас не было, тут ничего не было, прилетов не было. Мы уехали в Шебекино. В Шебекино пробыли неделю. Да какую неделю? 5-7 дней, да, где-то все-таки пробыли. И все. Нас отправили, как же она называется, Волчанск. Харьковск. Волчанск. Волчанск, да.
Мы не дошли до этой деревни. Какой этот месяц был? Это был 21 число. Вот мы как 21 мая. Да, то есть... Расскажи, пожалуйста, подробно, как вы туда пытались зайти, в Вовчанск? Как вы пытались зайти? У нас с нами никаких офицеров не было. Как мы пытались... А сколько солдат было? Солдат, нас было 50 человек. 50 человек солдат. Да. Вас везли как-то или вы пешком? Нас сошли? нет. Вот именно моих везли 8 человек. То есть якобы наш отряд, короче, то есть со взвода сделали отряд. То есть вот у нас 10 человек, то есть вместе со старшими. Так, и куда привезли вас? В какой-то лес. Мы, то есть нас собрали в кучу в лесу. И уже по лесу мы, короче, шли. Шли по лесу километров 10. 5 километров с Шебекина мы проехали, 10 примерно прошли. Угу. Ну, в итоге чуть-чуть не дошли, начался обстрел жесткий такой, минометы там и так далее, птички. Мне в моем же телефоне Alpine Quest скачать я скачал, а научиться никто не умел. То есть Что скачал? Alpine Quest. Это типа как Google карта, в общем. Надо было от точки А до точки Б дойти, в общем, а никто не знал, как это делается. То есть мне уже наметили, отметили, вот она точка, вот это все отметили, в общем. Мы встали возле башни, начался обстрел, прилетела птичка, кинула гранату, у нас гранаты 3 ранило из 4. В общем, и все. Там как зря пошло. Так это уже в каком-то населенном пункте было? Это не доходя до Волчанска. Не доходя до Волчанска? Да. И ничего, никаких населенных пунктов не было по дороге? Я вообще ничего не видел. Я ни одного украинца не видел. Ни одного Конечно, украинца не я не видел. Пришлось же всем уехать оттуда. Вы же идете освобождать, все бегут. Не знаю, кого там, что они шли. Ну да, этого никто не знает. А с остальными что? А с 50 же остальными? человек. То есть, да. А с остальными я по слуху слышал, что вот этому... Капец. То есть, ничего себе. Да? Не, нормально, у нас же для ютубчика. Вот так вот приходили украинцы, которые нас взяли в плен, они, между прочим, к нам относились нормально. По крайней мере, кормили, еще и сигареты давали. У вас же говорят, что мы нацисты. Вот как нацисты все и делаем. Ну, да, дальше. Ну и вот приходили, говорят, а это кто, то есть, ну, кто такой там лесник, это наш командир отделения, кто такой там пират, то есть это все узнавалось, то есть приходили, говорили, вот и видно, что его автомат, то есть я по автоматам, в принципе, всех так знал. Не хотели сдаваться, то есть, или что они там... Не хотели сдаваться, их за 200, Да, правильно? да. Правильно, хорошо. Те, которые у тебя были в обозрении в твоем, это всего 3 человека? Нас было 4, то есть вот то, что нам, как это самое, один из нас умер, то есть 200, а так, в принципе, все живы остались, только я их не знаю, то есть, Неважно. короче, я их последний раз видел, куда их? То есть еще 3 с тобой тоже попали в плен? 2, еще 2. Еще 2. Все правильно. Да. Нас 3. Вас 3 и 4 за 200. Да. Все, ясно. Еще 2 попали. Они где-то... Неважно. Ты здесь? Да, а они где-то там. Все, ладно, понятно. А как вы именно, как вас пришли в плен брать? Как в плен, так. Мы сами, в общем, попались так. Очень глупо, но мы попались. Мы дорогу искали, как назад. Нас запутали до такой степени. Мы, оказывается, еще, когда шли на Волчанск, мы возле украинских блинчиков. Ну, блинчики, знаете, что это, да? Или как вы там? Блиндаж. Возле украинских блиндажей, оказывается, мы проходили. И когда мы уже шли, увидели, то есть, это примерно в 100 метрах от того места, где нас затрехсотило. Ну, вас затрехсотило, но вы могли идти, да? Да. А одного, который 200, вы оставили там? Да. Мы его оставили. Русские своих не бросают. Ни живых, ни мертвых. Ага.
Ну-ну. А у вас какие травмы были? У меня на ноге, то есть осколок. Так, а у тебя? Так. У того тоже на ноге, а третий, то есть он чистый, он ничего, он там какая-то вроде А как их звали? Я только могу это сказать. Позывной танкист и Шустрый. Ага. А как звали? Одного Артем, а вот танкиста не помню. Вадим. Да ладно, неважно. Я думал, фамилии, может, ты знаешь. Не. Ну, понятно. И вы идете, проходите возле украинских блиндажей. Ага. Там И украинских то есть, военных нет. Нет, есть. Вот именно попался. Кто вы? Я говорю, свои. Он говорит, ладно, проходи. А я сам иду, короче, понимаю, что что-то уже, я думал, что реально свои. То есть то, что я понял, что это не из наших 50. Это день был или ночь? Это был день. Это был день. Да, то есть я понял, что... Ты увидел человека, который тебе сказал свои? Да. Ты ничего не увидел удивительного в форме? Форма, в принципе, вот у моего друга тоже какая-то другая, то есть именно похожая. А что он делал? Чем он занимался? Он стоял также с автоматом, со своим напарником разговаривал. Он говорит, ну-ка, подожди, ты откуда, с какого ты это, типа, подразделения? Я говорю, 26-й танковый. Ага. Он такой еще, оп, а ну-ка, и еще, то есть какого-то. А те двое, которые с тобой, они еще умнее, чем ты? Нет, они вообще отстали. То есть один отстал, я без оружия шел. Как это так? Я один со мной, который шел, один пулеметчик, то есть он свой пулемет бросил еще в самом начале. У другого был автомат, то есть. А тот, Артем, тот, который Шустрый, ну, то есть, так как я ранен, я свой автомат ему, вот такая вот, короче, история. И попал. Ну, не сильно понятная, я откровенно скажу, история. Зачем ты ему оставил свой автомат? Почему ты шел без автомата? Ну, так как я раненый был. Я понял. Хорошо, ты ему оставил свой автомат, тот идет, у одного один автомат, у второго два автомата. Куда они делись? Он один пулеметчик, он свой пулемет выбросил еще. Ты ему отдал автомат вместо пулемета? Да. Понял. А куда же они делись? Как так получилось, что они от тебя отстали? Вы же втроем, вы должны друг друга держаться. Ну так-то да. Ну? А как же так, что они отстали от тебя? Я вот уже, если честно, не помню. Ну, когда нас остановили, а сколько вас человек? Я такой еще, настроишь был? Я говорю, двое. Я взял, почему-то затроил, короче. Не знаю, почему я сказал двое. Один подошел, то есть он говорит, пускай, нет, он говорит, пускай подождет. А тот в это время убежал, а третий, то есть убежал. А потом его нашли тоже, то есть такая вот... Я один здесь не сильно понимаю, да, эту всю историю, или есть еще кто-нибудь? Ты сначала говоришь, что ты подошел один без автомата. Один подошел. Один без автомата. Да. А в конце истории ты говоришь, что все-таки вас было двое, плюс третий еще убежал. Я сказал, что нас двое. Я сказал, что нас двое, то есть он чуть-чуть позади. А третий, я не знаю, где он был, то есть я сказал, что двое. А третий, короче, в общем, он куда-то спрятался в кусты. И в итоге его нашли, короче, и привели также. Ты подошел один. Да, я один подходил. Второй где был в этот момент? Позади. Сколько метров? Ну, может, в 10 метрах. Там просто... То есть он был в поле видимости? Его, в принципе, не видно было. Там из-за того, что они в таком месте стояли, что просто надо было им выйти из угла, чтобы увидеть его. Угу. А тот третий, получается, еще позади. То есть, ну, как колонна. И тот, я понял, и тот второй, он подошел к тебе? Второй подошел, после того, как он дал, то есть украинец дал добро, он подошел. Ага. И что говорит? Что он сказал? Что просили, он все говорил. Что он... Автомат сказали снять? Да, автомат снять, положить, то есть... Наставили на вас автомат? Нет, на нас даже никто автомат не наставлял. Он стоит, наш стоит с автоматом, да? Да. Двое, да? Даже в нашу сторону не поднял автомат, то есть... Ваш украинец даже не поднял на нашу сторону автомат, то есть настолько вот
реально. Но они, конечно, когда позвали человека, то есть, я вот забыл его позывной, то есть именно украинский, такой хороший человек был, у него аж руки затряслись, он как будто он ни разу не видел вот именно... Военных россиян. Да, у него руки затряслись. Так. А те спокойно стояли? Ну, как спокойно, они тоже как бы, как я не могу, вот именно... Ну, он сказал тому снять автомат, и что с ним Все, делать? сняли автоматы, короче, нас завязали. А, завязали? Ну, руки завязали, да. Завязали руки, положили, нас потом третьего тоже привели. А за третьим пошли искать его, да? Да. Ты сказал, что у вас что третий был? Вы Ну, сказали? они там что-то, он сам там что-то шелохнулся где-то, и пошли они, то есть, его искать, нашли его. А ты за троих сказал, что вас двое, а за третьего не сказал? Представляешь, если бы его за 200-ли, на твоей был бы совести. В принципе, все ясно. Короче говоря. День? Это все в один день? Это все в один день было. В один день. 21 мая, правильно? Да. Что ж. Ну, такие вот вы Рэмбо. Да? А если бы тебя за 200-ли? Убили, если бы тебя, что было? Ну, что бы ты думал? Да я бы уже не думал. Не что бы ты думал после того, как тебя за 200-ли, а что ты думаешь сейчас о том, если бы тебя за 200-ли, что было бы? Я сейчас уже ничего не думаю, значит, так должно было быть. Просто вот так, судьба, да? Да, Типа, я так и... понятно. Значит, так оно должно Да. быть. Ну, когда человек безмозглый, да, он, в принципе, ну, по-другому ответить не может, я считаю. Все, никаких вариантов. Курица как мыслит? Бежит курица, да? Нет зерна, она что делает? Ищет зерно. Есть зерно, клюет зерно. Нет зерна, ищет зерно. Есть зерно, клюет зерно. Нет зерна, ищет зерно. Ну, а я куда ветер, туда и я, то есть, я вот так вот, то есть, как-то так. Что ты думаешь сейчас о том, что было бы, ну, как бы ты отнесся сейчас к тому, чтобы тебя могли бы за 200 судить, например? Никак. За 200 либо и за 200 либо. Выжил? Выжил. Есть кредит, иду воевать. Интересовался тем, что будет? Нет. Интересовался тем, что происходит? Нет. Ты хоть сам понимаешь, да? Насколько твое мышление, оно такое никакое. Или я, может, не прав? Нет, вы все правильно говорите, как есть. Вы говорите, как есть. Что необдуманно, то есть. Итого, что мы имеем сейчас? Сейчас мы имеем, что мы не имеем никаких контактов твоих родственников. Вообще. Вообще. Они до сих пор не знают, возможно, что ты в плену. Они не знают, что Они это даже было. не знают, что ты воевать пошел. Ты для них просто исчезнувший, как бы, да, растворившийся. Вряд ли они, ну, может быть, они, конечно, додумаются подать в розыск, но что-то мне подсказывает, что, наверное, они этого до сих пор не сделали. По крайней мере, я допускаю, что они до сих пор этого не сделали. В таком случае обращайся к любому человеку, который тебя знает, ко всем, кто тебя знает. Пусть идут и сообщают в военкоматы, в Министерство нападения, в уголовный розыск, куда угодно, что ты тут в плену находишься. Обращайся к своим знакомым, тебя увидят. Есть шанс. Кто меня знает, обратитесь, пожалуйста, сообщите о том, что я нахожусь на Украине, конкретнее в плену. Даже не знаю, как, кому конкретно сказать. В общем, нужно это сделать как-то. Чтобы тебя забрали, да, на обмен? Ну да. По-другому ты отсюда никак. Ну да. А вообще домой хочешь? Я боюсь, что ты и домой не сильно хочешь. Да?
Я понял смысл поговорки наконец-то. Не то, что понял, я его визуально воспроизвел. Что означает, знаешь, когда-то в детстве говорили, тяжело быть по пояс деревянным. Я никак не понимал, что это такое. Вот. Только тут не по пояс. Может быть, даже не деревянным, каким-то чугунным. Хирург. Ну, серьезно. Ну, давай, взрослый же мужик. Ну, объясни свой поступок. Я не могу объяснить, я уже, в принципе, все сказал, как я его... Если бы ты понимал наперед, что вот так вот здесь все, ты пошел бы, подписал контракт? Да нет, конечно. Не подписал. А все, что нужно было, это открыть интернет, наше интервью посмотреть одно, второе, и ты бы все понял. Не видел. Там же это все. Я уже давно не смотрю ни телевизор. Ну, это я все понимаю. Потому что одну херню там показывают. Это я все понимаю. Одно вранье. И сейчас не поймешь, кому верить, кому не верить. Да. И именно из-за того, что не поймешь, Не то, что кому. не надо вообще ничем интересоваться. Это, кстати, у россиян наравне с пропагандой, вот конкретной пропагандой, про то, что мы там нацисты, там еще что-то, ну, это конкретно четкая пропаганда, да. Есть еще такая вещь, как размытие любой информации. То есть вам там дают такое количество бреда, что он просто размывает желание вообще в чем-либо разобраться. Когда что-нибудь происходит, вбросается такое количество версий, что вы реально не могли для себя ничего понять. Просто выбирай любую, к которой ты как бы склоняешься. Да? Вот Ахмадет вы обстреляли, Россия обстреляла Ахмадет, детскую больницу, прямой наводкой, прямой удар. Все, доказано, показано, фотографии, видео. Это было позавчера? Да, скриншоты, все есть. Но им там в Россию уже вкинули такое количество версий, что они... не то, что они хотят что-то верить или не хотят. У них просто размывается картина произошедшего, и они перестают об этом думать. Все. Они не понимают, что они убийцы. Они живут в стране убийц, понимаешь? Ты понимаешь, что вы живете? Что ты из страны убийц. Да. В которой думать никто не хочет. Так же, как и ты. Интересоваться никто ничем не хочет. Им там 500 миллионов версий вкинули, и они такие, все, всей правды мы не знаем. Раз 500 миллионов версий, значит всей правды мы не знаем. Правда простая, очень простая, но нет. Все, они не могут до нее дойти. У них есть или размытая картина, где всей правды мы не знаем, или конкретная пропаганда, в которую они верят. Все. Ладно. Посоветовал бы кому-то пойти повоевать? Нет. Я войну не советую никому вообще. От себя что-нибудь хочешь добавить к нашему разговору? Нет. Все. Что я тебе могу сказать? Сиди, веди себя хорошо, жди обмена. Нормально к тебе относятся? Ну, как ко всем. Ну, как ко всем. Как ко всем что? Что как ко всем? Трехразовое питание? Ну да. Работа. Все. Кушай, работай, спи. Такой у нас плен. Или бьют тебя? Нет, кто не бьет. Бить не бьют. А вот наших у вас там бьют, представляешь? Ваших у нас бьют. Ну, вы же страна убийц. Вы же разве можете к людям в плену нормально относиться? Раз вы можете по детской поликлинике бить, по детской больнице. Это, конечно, да. Представляешь, дети лежат, они и так больные, они и так на границе выживания находятся. Удивило многих тут. Вы в новостях посмотрели, вам хоть показали, как ракета прилетела, все? Ну, я, именно конкретно вот не видел, то есть, а так я слышал, то есть, я, в принципе, видел, что там происходило, как после обстрела, то есть. Фото, да, видел. Опять же, по телевизору я уже давно не верю телевизором, я не знаю уже, верить, не верить.
правда, неправда. Что ж тут правда, неправда? Вот тебе ракета эта. Вот она. Вот она прилетела. Что ж тут правда, неправда? Вот, прилет. Просто Киев, просто будний день, понимаешь? Люди все в больнице, то есть по работам. Это целенаправленный удар. Целенаправленный удар, когда там еще максимум людей находится. Кто-то же не обязательно лежит, кто-то на прием приехал. Движение вообще. Ну вот смотри. Видишь? Что тебе еще надо? Вот там мама с детьми. Это чтобы у вас картина не размывалась. Может, кто-то хоть задумается над чем-то. Если бы это один такой удар, так это же уже 3-й год. Бьете по жилым городам, по жилым домам. Ладно, иди. Это я больше для зрителя. Может быть, у кого-то там сомнения какие-то еще. А самое интересное, что россияне радуются этому. Иди, иди. Радуются, радуются. А? Множество комментариев радостных. Что могу сказать? Могу сказать, гореть вам в аду. Хотя я не сильно верующий, но если вы там чуть-чуть верующие, да, какие-то, ну, будете гореть. Если вы в это верите, если вы туда попадете, в этот свой загробный мир, то не иначе, как в ад.